кружка пива в жаркий летний день, а может встреча с друзьями накануне выходных с бокалом пенного в руках или просто бутылочка янтарного после тяжелого трудового дня. Немногие смогут отказать себе в таком удовольствии. Сегодня наш выпуск будет посвящен довольно популярному в наше время хмельному напитку пиво. Здравствуйте, мои хорошие! По праву, пиво можно назвать древнейшим алкогольным напитком. Официальная наука считает, что человечество знакомо с ним уже более 9000 лет. Доподлинно неизвестно, в какой части света впервые начали готовить пиво. Однако первопроходцами пивоварения принято считать древних шумеров, проживавших в междуречии Тигра и Ефрата. Именно оттуда пиво и начало свое победоносное шествие по Евразийскому континенту, достигнув и берегов Африки, где древние египтяне переняли умение изготавливать ячменный и пшеничный солод. Самые ранние из египетских рецептов приготовления пива относят к 3500 году до нашей эры. Каждая из цивилизаций, познакомившаяся с пивом, добавляла что-то свое в его рецептуру. Например, в Древней Индии пиво варили из такого злака, как сорго, а в Древнем Китае – из хорошо знакомого всем нам риса. Первыми европейскими народами, в чью культуру питья вошло пиво, были скифы и фракийцы. Ирландцы и галлы полюбили янтарный напиток примерно в 1 веке нашей эры, изготавливая его путем сбраживания ячменного солода. А вот у древних римлян и греков пиво почета не завоевало. Из алкогольных напитков они больше отдавали предпочтение винам, считая пенный напиток уделом варваров Северной Европы. Предположительно, до XII века пивовары Европы не были знакомы с хмелем. По одной из версий, хмель попал в Европу из Древней Руси, покорив любителей пива своими свойствами, став одним из ценнейших продуктов. Именно благодаря добавлению хмеля в рецептуру изготовления пиво и приобрело знакомый всем нам терпкий горьковатый привкус. Что касается древней медицины, то знахари и врачеватели использовали пиво для лечения всевозможных недугов. Древние египетские лекари применяли в виде припарок пивную гущу, а шумерские целители снимали хмельным напитком зубную боль. Средневековые медики считали, что употребление пива помогает излечить такие недуги, как заболевания органов дыхания, пищеварения, печени, почек и даже сердца, оказывает благоприятное воздействие на беременных и кормящих матерей, омолаживает кожу при использовании в виде примочек и масок. А на Руси пиво было известно еще древним славянам. Большой популярностью у наших предков пользовался перевар – хмельной напиток из меда и пива. В государственных документах первое упоминание о пиве появляется во времена Ивана III, когда царь своим указом запрещает варить пиво всем желающим, тем самым объявляя государственную монополию на его производство. Промышленных объемов производства пива достигает к концу XVIII века. И связать это событие можно с постройкой в Петербурге первого пивоваренного завода, носившего гордое имя Александра Невского. Ежегодно здесь варилось и разливалось 1,7 миллиона литров пива. Интересная история самого знаменитого на всем постсоветском пространстве жигулевского пива. Производить его начали на основанном в 1881 году Самарском пивоваренном заводе, принадлежащем австрийскому дворянину Альберту фон Вакана. Собственными вагонными ледниками, баржами и буксирными теплоходами пиво Самарского пивзавода поставлялось по всему Поволжью, на Кавказ, в Среднюю Азию, Сибирь и даже в Персию. В 1936 году пиво под маркой «Жигулевское», уже на тот момент Куйбышевского пивоваренного завода, получило высшую оценку на конкурсе лучших марок советского пива, благодаря чему оно и было взято за основу рецептуры светлого пива, которое могли выпускать все заводы страны. Таким образом, «Жигулевское» стало производиться на 735 пивоваренных заводах, расположенных по всей территории Советского Союза. Кстати, название пива и название завода произошло от живописных Жигулевских гор, которые расположены на берегу реки Волга, недалеко от Самары. После развала Советского Союза все пивоваренные заводы, принадлежавшие раньше государству, были приватизированы, и большинство из них со временем перешли в руки к иностранному капиталу.
Почти за 30 лет постсоветского времени пиво стало самым популярным слабоалкогольным напитком, а уровень его потребления вырос в десятки раз. Что же представляет из себя современное пиво? К сожалению, зачастую то, что сегодня можно встретить на прилавках магазинов, лишь похожий по вкусу пивной напиток. Для ускорения созревания, увеличения количества готового продукта и продления срока годности многие производители ушли от традиционных технологий. В качестве добавок используются ферменты, консерванты, разнообразные вкусовые добавки и технологические химикаты. По факту, при производстве современного пива, кроме традиционной воды, хмеля, солода, сахара и дрожжей, используют измельченную кукурузу, рис, пшеницу, сахарозаменитель и всевозможные химические присадки. Так что же больше приносит пиво? Вреда или пользы? Правы ли были наши предки, почитавшие пиво? И где истина в споре современных медиков и ученых, касающихся этого вопроса? Давайте рассмотрим доводы первой и второй стороны. Заранее оговорюсь, сказав, что далее разговор пойдет только о натуральном пиве с содержанием этилового спирта в пределах 4-5 объемных процентов. Все научные защитники полезности пива сходятся во мнении, что ежедневное потребление пенного в количестве от 200 до 500 мл только положительно сказывается на здоровье. Профессор Берлинского университета, директор института имени Роберта Коха, доктор Ханс Хофмайстер, утверждает, что риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно снижается у умеренных любителей пива. Содержащиеся в пиве антиоксиданты положительно влияют на стенки сосудов, сдерживая развитие атеросклероза и предотвращая помутнение хрусталика глаза, тем самым защищая глаз от развития катаракты. А благодаря мочегонному эффекту умеренное потребление пива способствует ускоренному выводу из организма солей и является хорошей профилактикой мочекаменной и желчекаменной болезней. Ученые из Копенгагенского института профилактической медицины рекомендуют пить пиво каждому взрослому человеку ежедневно, поскольку пиво относится, по их мнению, к одному из эффективных средств, защищающих от старческого слабоумия, болезни Альцгеймера. Минерально-витаминный комплекс, содержащийся в пиве, благотворно воздействует на организм, укрепляя сердечно-сосудистую, нервную и костную системы человека. Именно благодаря минеральным веществам и углекислоте этот напиток отлично утоляет жажду в жаркую погоду. Алкоголь, эфирные масла и ряд белков, находящихся в пиве, придают ему еще и бактерицидное действие. А теперь давайте рассмотрим аргументы противников пивной культуры. По их мнению, по вредности пива можно сравнить только с самогоном, так как обычно пиво не проходит фильтрации и в нем сохраняются все ядовитые вещества – альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры, содержание которых в хмельном напитке в десятки и сотни раз превышает уровень их допустимой концентрации в водке, полученной из спирта высшей очистки. И именно эти вещества ответственны за развитие серьезных нарушений в работе эндокринной системы фанатов пива. У мужчин при систематическом чрезмерном употреблении пива выделяется вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона, что влечет за собой понижение сексуального желания и развитие импотенции. Под влиянием злоупотребления алкоголем наблюдается жировое перерождение семенных канальцев и разрастание соединительной ткани в паренхиме яичка. У женщин, злоупотребляющих пивом, грубеет голос, появляются так называемые пивные усы, снижается половое влечение, а в далеко зашедших случаях возможно развитие полового равнодушия. Кстати, установлено, что печень мужчин значительно быстрее нейтрализует алкоголь, нежели печень женщин. А при систематическом злоупотреблении пива со временем развивается варикозное расширение вен. Со стороны сердца происходит развитие такой патологии, как пивное или еще по-другому бычье сердце. Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах в сердечной мышце, растяжении клеток сердца, в результате чего сердце быстро стареет и перестает справляться со своей главной функцией кровяного насоса. Систематическое употребление в большом количестве пива вызывает ожирение печени с последующим развитием хронического гепатита и цирроза, который в 95% случаев заканчивается смертельным исходом. Но самым грозным последствием увлечения пивом является пивной алкоголизм.
преимущественно подвержены его развитию в подростковом возрасте, когда постоянное потребление пива наиболее сильно влияет на интеллект и резко снижает у молодых людей способность к обучению. Бороться с пивной зависимостью зачастую сложнее, чем с влечением к водке. Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в крайне тяжелом запущенном состоянии, чаще всего с выраженным слабоумием и снижением личностной оценки. Что примечательно, страдающие пивным алкоголизмом категорически не хотят признавать наличие зависимости и отказываются связывать потерю здоровья с чрезмерным употреблением пенного. В завершение разговора хочется подчеркнуть: пить или не пить пиво – личный выбор каждого взрослого человека. А вот для детей и подростков огромную опасность представляет даже незначительное количество любого алкогольного напитка. Также пиво не рекомендуется людям, страдающим гипертонической болезнью, ожирением, нефритом, циррозом печени, диабетом, беременным женщинам и кормящим матерям. И не забывайте, что никакой алкоголь не может принести больше пользы, чем вреда. Не болейте, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, заходите в сообщество ВКонтакте. Здоровья вам!